Привет, друзья! Сегодня поговорим о 8-й партии матча на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной. Магнус с черными. Моментум, конечно, был уже на стороне Фаби. То есть, как мы знаем, две белые, в общем, в никуда у Магнуса и нашей команды ушли. Теперь предстояло снова отбиваться черными. И вот, значит, Е4, С5, конь F3, конь С6. И на смену Иерусалима приходит вариант с конь D5. Который, ну вот рассказывал я уже в обзорном дебютном ролике, что в общем мы ждали, конь бьет d5 ед, здесь вот такие довольно жаркие дебаты велись вокруг того, куда должен идти конь. Конь может идти на b8, может идти на e7, я тогда агитировал за конь e7, так Магнус потом сыграет в последней партии. Ну, нам в целом казалось, что конь b8 ход, наверное, такой, может быть, более... что ли, контролируемый с одной стороны для обеих сторон, то есть черные медленно, но очень солидно развивают фигуры, то есть там слон идет на e7, конь идет на d7, конь на d7 в принципе стоит очень как бы надежно, но это все-таки немножко медленно, да, в то время как конь e7 это такой другой совсем план, то есть конь хочет быстро прыгнуть куда-то там на g6 или на f5, и черные скорее на развитие здесь во многих линиях будут играть, то есть там быстро как-то слон e7, рокировка f5. И в отличие там от позиции с конем где-то далеко на b8, черные в принципе ближе намного к тому, чтобы сразу какие-то угрозы на королевском создать. Но с другой стороны ферзевый фланг скорее тогда ослаблен. И в общем эта позиция такая более обоюдоострая. Мне изначально в принципе казалось, что конь e7 ход отличный, конь e7 сейчас стоит нормально, тогда компьютеры были слабее. Конь e7, скажем так, то есть оценки на старте были выше в пользу белых, то есть как-то, в общем, скепсис какой-то был. Вроде везде эти оценки спадали, вроде везде нам в анализе удавалось как-то доказать, что на самом деле у черных все неплохо, но все-таки конь b8 первый раз Магнус ходит, то есть понятно особенно, что к первой партии в этом варианте там все время бесконечно повторять конь e7 не очень хотелось, конь b8 казалось, что учить поменьше, но и здесь, значит, а4... слон e7, слон e2, рокировка, конь d7, слон d2. Ну вот это ВОС и ныне. Там на самом деле это по-прежнему очень важная позиция для дебютной теории. Здесь по-прежнему у белых выбор из слон d2 и король h1. На самом деле, как мы уже тогда считали, что это два главных хода, так примерно и осталось. То есть король h1 ход тоже... в принципе, интересный, то есть белые обычно на f5, здесь там в той или иной редакции, допустим f5, белые будут ходить f4, и вот какая-то такая будет очень сложная позиция играться. Как-то черные тут ef и конь c5 часто ставят, то есть тут немножко другой как бы рисунок, сейчас у них вроде вот главная теория, по-моему, в том или ином порядке, что вот эта вот позиция теперь играется. Вроде бы у черных тут все неплохо, какие-то вот партии Бориса Гельфанда здесь в большом довольно количестве есть. Кстати, с Борисом мы тоже вот этот идеологический спор вот по поводу конь b8 или конь e7 тоже долго довольно вели, даже не тоже спор, просто у нас были разные предпочтения, то есть мне всегда хотелось играть конь e7, Борис очень много партий сыграл с конь b8, с конь e7 намного меньше. Да, ну, в общем, в этой позиции, значит, белые сыграли слон d2. Ну, слон d2, идея хода, в принципе, ну, в чем-то схожа. То есть белые хотят для начала поставить пешку на a5. И это, конечно, большое для них достижение на ферзем. То есть черные в любом случае где-то должны пойти a6. Но вот можно, в принципе, здесь, по-моему, ходить a6, конь a3, a5. Это другая как бы возможность черными ставить пешку на a5. Имеет плюсы и минусы. То есть плюс в том, что при белой пешке на a5 у черных на ферзевом глобально просто безнадежно. То есть белые там, если b4, c4, c5 постепенно проведут, именно стратегически у белых выиграно. В то время как с пешкой на a5, но все-таки мы b4 препятствуем. И на уровне именно структуры это, наверное, правильно. Другое дело, что тут какое-то поле b5 появляется у белых. Там иногда белые слон b5, конь c4 встают. Есть даже более того, вот именно в этой связи, по-моему, стали появляться линии, что здесь белые стали ходить слон d2 с идеей
Ну или может быть сразу слон d2. Но что вот именно как план, короче, появилась идея, что если здесь, например, пойти a6 и a5, то белые вообще будут играть слон b5, ферзь e2 и длинная рокировка. То есть пользуясь тем, что на ферзевом теперь при пешке на a5 черные b5 никогда не проведут. И белый король на c1 будет надежно защищен. Белые вообще уходят в длинную и получают роскошную позицию. Вот, но это все в целом люди будут и изучать, и играть намного позже. Значит, а пока, да, рокировка слон d2, f5, a5. Ну, мы все-таки вот решили, да, как бы не ставить пешку на a5. По крайней мере, в первой партии. Значит, конь, конечно, идет на a3. Потому что, во-первых, он может прыгнуть на c4, во-вторых, на c3, в принципе, нет большого смысла. Ну, есть какая-то логика, чтобы конь a4, конь b6 вести. Но, в принципе, коня, конечно, белый обычно уводит на a3. Значит, e4, конь c4, конь e5. Ну, очень конкретная игра начинается. Конь b6, ладья b8. Опять же, в принципе, у белых, как бы на ферзевом, с моей точки зрения, практически выиграно. То есть черные просто сделали ставку на то, что какой-то мат, да, там пройдет на королевском. Но пока действительно грозит f4. То есть действительно белым надо f4 ходить самим. Это ход плановый. Он, в принципе, в этих позициях практически всегда делается. Е слон бьет f3. Ну и вот возникает как бы странный такой рисунок, что с одной стороны вот все, что на королевском происходит, для черных хорошо. То есть там по меркам какого-нибудь Найдерфа или еще чего-то. На королевском у черных все супер. То есть очень сильный конь на e5. Пешка на f5, слон может стать на f6, да, то есть есть какой-то потенциал игры там на белого короля. Белыми немножко тревожно, но с другой стороны, за счет того, как у черных все плохо на ферзевом, какая плохая структура, белые много где могут просто пойти там c4, c5, жертвуя пешку. Или там, ну если еще b4 получится совсем хорошо, но даже c4, c5 подбой, вот на уровне идей, там если dc черные побьют, конь на e5 перестанет быть таким сильным, то есть его как-то собьют, конь на b6 там фланг фиксирует. И в общем, тенденция тревожная, и как я понимаю, эти позиции черным надо торопиться. И в этой связи, ну тут Магнус довольно смешно мазанул, значит, тут был намечен ход f4. Причем я посмотрел там наш файл, он в принципе, ну не в принципе, он объективно очень хорош, то есть мы собирались, значит, f4 здесь ходить. И с чем Магнус перепутал, то есть сейчас уже можно рассказывать, тут один из двух главных ходов нам казалось ладья a4, и на ладья a4 было намечено пойти g5. Причем даже эта позиция, но она очень острая, то есть на самом деле белые по-прежнему тут в борьбе за перевес. Ну как-то мы вроде доводили здесь до ничьи, ну вот например типа слон c3, вроде казалось главный ход. Ну и теперь вот выбор. То есть можно как-то слон f5 ходить. Ну вот по-моему какой-то основной линии мы решили играть слон f6. Теперь белые бьют на e5. Ну вроде лучшая попытка белых бить на e5 и слон g4. Тоже типичная на самом деле идея в этих позициях, что белые поля у черных слабые. Там да, если слона поменять, как бы часто эти позиции будут неприятными. То есть тут, например, если побить ферзь бьет g4, у белых супер позиция. То есть как бы на королевском всю какую-то игру на мат плюс-минус пока остановили. Да, белым там осталось двоиться по e, там напасть на этого слона, чтобы он ушел, там встать ладьей на e6 и будет абсолютно выиграно. Или где-то даже жертвовать можно на e5. Ну, даже здесь может как ферзь e8, там черные могут бодаться, но в принципе стратегически очень-очень опасная позиция. Пешку на g5 мы как бы не тянули, а отдали. Как-то тут там либо ферзь h4, ферзь b5, либо ладья g8. Вот, но вроде вот лучший ход нам казалось ферзь e8. Теперь пока на конь бьет c8 висит на a4, ферзь пока тем временем как-то подгребает в район. То есть там если ладья e4, например, пойти, да, то как-то можно побить. Пока ловушка слон d4 шах. Поэтому надо бить на c8, ходить ладья e4. Теперь вот ферзь подгреб на g6 куда-то, ладья fe1. Ну и вот здесь на самом деле по-прежнему очень-очень конкретная позиция. То есть белые хотят как-то пойти там конь c4, сбить слона, пойти ладья e6. Это часто будет неприятно, хотя не совсем приговор. Но вот здесь вроде был намечен ход f3. Такой конкретный, я помню, я предлагал. И gf ладья c7. Ну и немножко меняется рисунок, то есть теперь, ну белым, наверное, все равно надо ходить конь c4, вот слон может стать на f4.
И вроде, ну, как бы, во-первых, профессиональное такое обоснование этого было в том, что здесь падала оценка и у черных становилось нормально. Но на самом деле и по-человечески все-таки слон на f4 хорошая фигура, нас не заставили уйти на g7. Ну и немножко меняется как бы динамика, да, то есть у черных внезапно все фигуры становятся нормальными, там ферзь может где-то пойти на h5, ладья может перейти на f7 или на g7, есть какие-то линии, где мы даже ходим ладья g7 и h5. Например, вот первая линия слабого компьютера, я тут уже дальше по файлу не смотрел. Вот сейчас, например, там, да, ком ходит ладья e2, ладья g7, как-то ладья g2, и что тут можно даже h5 пойти. И где-то начать g4 ходить. Ну, то есть, по крайней мере, тут динамика меняется. Черные получили на уровне рисунка то плюс-минус, что хотели, да, что все-таки мы отвлекли внимание белых от ферзевого, там ценой пешки, там мы не проиграли. Можно как-то, может, ферзь f5, ферзь h3 повести, то есть, и, в принципе, ну, у нас какая-то инициатива, достаточно или нет, не совсем понятно, но, то есть, у черных, если хуже, то не сильно, может, вообще не хуже. И играть черным, на мой взгляд, проще, в то время как белых все-таки сбили с вот этого некого там лобового плана, что там, да, провести c4, c5, сбить какую-то фигуру с e5, там, ладья e6 и проломить. В общем, план был такой, но... Наш герой просто тут фиганул g5, белые пошли c4. Да, ну и, в общем, грустно. f4 он уже пошел, но f4 нормально. Но просто проблема в том, что даже при ладье на a4, ладья a4 ход как бы фактически лишний, но что даже просто в этой позиции, даже после ладья a4 g5, на самом деле c4 ход довольно не глупый. То есть даже так можно ходить. Как-то слон f5, c5, даже здесь белые могут вот так как-то пешку пытаться жертвовать. Там слон f6 у черных нормально, но у белых не хуже. Но понятно, что ладья a4, c4 выглядит немножко неуклюже, да, и то есть по партии наш метнул g5, c4, f4. Ну, конечно, тут ладья a4 ход, мягко говоря, не самый читаемый. Фаби сыграл слон c3, слон f5. Ну, на самом деле позиция уже, видимо, ну, объективно, скорее, просто проигранная. c5 Фаби правильно сыграл, то есть как раз то, что я говорю, да, тут единственная проблема этого, там, слон f6, c6. Там понятно, что белые рады, то есть единственная проблема этого в том, что вот конь бьет f3, ферзь бьет f3, dc, но вот здесь вот как раз это и есть тот самый рисунок, да, к которому белые стремятся, что за счет коня на b6, но это даже не просто сильная компенсация, это просто там у черных король ослаблен, пешка на d5 как бы надежно защищена, черные поля слабые, линия будет принадлежать белым, ну, в общем, короче, у белых просто выиграно. И вот этот момент, это, конечно, кульминация матча, это чем-то напоминает мне матч Магнуса с Сергеем Корякиным, на самом деле, то есть там после вот поражения белыми Магнус имел очень тяжелую позицию черными. И вот тоже, ну понятно, что если бы там Корякин выиграл, ну уже там матч по большому счету там +2, матч по большому счету заканчивался. И здесь вот тоже там две неудачные белые, и вот там он черными перепутал, не вышел из дебюта, и вот супер такой реальный голевой момент у Фаби. И, в общем, ну объективно было ощущение, да, что к этому идет. То есть как-то Фаби постепенно перехватывал инициативу, там едва не выиграл этой русской. И, ну вот в итоге Магнус эту партию пережил, и матч потом более-менее снова успокоился. Ну, Фаби сыграл здесь ладья d1, жестче выигрывал ход g4, хотя, ну, это, на мой взгляд, мы там сильно ругать не будем, то есть, ну, g4 просто компьютер подсказывает, то есть, fg ферзь бьет g3 безнадежно совсем, это, я думаю, как бы Фаби понимал, и, в принципе, любой сильный шахматист понимает, то есть, тут появляется и ферзь e5 идея, и слон e5 очень неприятная идея. А если пойти слон d6, то просто слон e5 взяли, и абсолютно безнадежно, потому что там, когда слон будет уходить, там еще часто будет ресурс конь d7. Если, например, с ферзь f6 пойти, то взяли конь d7 у белых складывается, сразу белые выигрывают, да, если пойти там слон g6, тоже белые побьют, ферзь бьет f8, пойдут конь d7 и выиграют. Ну, другое дело, что здесь, наверное, я вот не знаю, например, какой-нибудь ход d6, ну, d6 черный уже как-то держится после ладья d8, d7, хотя... Выглядит, конечно, тоже подозрительно. То есть у белых большой запас. На мой взгляд, это не то, что прям белым невероятно повезло, что нашел сход конь d7. Из ладья f1, например, да, вот я сейчас завел там. Ферзь e8, ферзь бьет g5, тоже плюс 2,5. То есть тоже выиграно. В общем, короче, FG-то как бы понять, что проигрывает, это не так сложно, но просто на слон g6
сложнее понять, что после ладья d1, слон d6, ладья fe1, что, ну, включение сильно в пользу белых, потому что ладья на e6 идет. То есть так я это когда говорю, это кажется совсем очевидным, но я не знаю, g4 такой ход все-таки от короля немножко. И здесь вот у белых выиграно стабильно, то есть, например, там как-нибудь, не знаю, ладья e8, ладья e6, там, не знаю, ферзь c7, там просто, ну, ферзь h3 он подсказывает, ну, можно там какой-нибудь c4 просто пойти. То есть и выигрывать как-то совсем руками, там ладья d8, слон f6, то есть просто вот за счет того, там, какой плохой у черных ферзевый фланг, коня с c4 не сбить никак. Белые просто постепенно заведут, у белых абсолютно выиграно, там вот пешка не чувствуется. Где-то, если что, там вплоть до b3, слон b2, ферзь c3 можно думать. То есть черные стоят и смотрят, как их обыгрывают. В общем, g4 было жестче, Фаби сыграл ладья d1. Ход тоже хороший, слон d6. Ну и вот это вот, наверное, на самом деле глазами Фаби, если смотреть на этот матч, это вот, конечно, кульминация. Ну и нашими глазами тоже. То есть я помню, как мы смотрели эту партию. Проблема даже не в том, что у Магнуса проиграно, я просто помню этот момент, но просто мы все еще чувствовали, что как бы вообще-то это очень по делу. То есть все, что происходит, тут и подготовка, ну, хорошо, мы смотрели f4, а не g5, он перепутал, но опять же, если он перепутал, это как минимум частично тоже наша вина. То есть, ну, значит, надо было там, я не знаю, писать капслоком, что там внимательно смотри, здесь не перепутай. Или еще что-то делать, ну и в принципе Фаби играл хорошо, то есть... Так вот, не считая первой партии, особо не читалось превосходство Магнуса. И здесь вот это такое легкое недоумение уже, ну, достигло пика, что просто, в принципе, абсолютно заслуженно его переигрывают. То есть две белые он ничего не выжил, более того, одну чуть не проиграл. И вот как бы, вот мы получили черную и нас наказывают. Ну и тут, в принципе, белые двумя способами выигрывали. Был способ такой... более культурный, мне кажется. То есть можно было просто какой-нибудь c4 пойти. И примерно в духе вот этого предыдущего варианта, то есть тут, ну, где-то ферзь h5 еще все время. То есть, например, если пойти ферзь d7 как-то, то ферзь h5. Ну и опять вот позиция типа там мы пойдем слон g6, скажем так, ладья f7. Вот даже взяли ладья e1, он просто абсолютно безнадежно. Просто можно сдаться, то есть тут даже никакой интриги нет, просто там грозит ладья e6, ладья g6. Белые всегда отыграют пешку, если захотят. То есть, ну, в общем, у белых просто выиграно. Очень сильная пешка d5, очень сильный слон c3, у черных слабый король. Позиция выигрывается как бы руками, ее не обязательно даже выигрывать сразу. Но, в общем, если там на 2 хода посчитать, можно будет выиграть и сразу. Поэтому, ну, наверное, на конь c4 Фаби не понравилось g4, как вот, условно, такой последний шанс, да, особенно учитывая, что он в партии h3 пошел. Но здесь тоже ферзь f2. Как-то, наверное, g3 не понравилось. То есть, ну, если, например, уйти, то просто ферзь e2, да, и грозит ферзь e6, грозит ферзь бьет g4. Если f3 пойти, ну, f3, мне кажется, по-человечески скорее сложно испугаться, то есть просто, опять же, ладья fe1, там все это fg же абсолютно в никуда. Не совсем понятно, что мы тут хотим, ну, можно пойти fg, там, ну, да, там ферзь бьет g2. Ну, хотя, я не знаю, может быть, без компьютера это все не так выглядит, я тут уже... Как бы лицо заинтересовано, я знаю, что это плюс 5, но, честно говоря, для меня, наверное, так и выглядело. Там конь бьет d6, слон e5, вот сейчас можно проверить. Можно было пойти? Ну, тоже можно было. То есть сейчас перевеса выпускает, но там добрые плюс 2 остаются. И вот, то есть, в общем, нет тут особо хороших новостей для черных. Но белые действительно единственная хорошая новость, может быть, для черных, что, ну, как бы... Требуется некое хладнокровие, то есть там ладья e6, пока, наверное, можно взять и слон h2, то есть белые не то, что прям сразу вынуждают нас сдаться, но у нас просто ходов нет, ну gf можно пойти, на gf там еще король h1 всегда будет, этот слон на d6 там все время подвисает, ну в общем грустная позиция, там на слон f4, d6 уже куда-то. Ну, наверное, можно здесь что-то белыми немножко запараноить, там ферзь g5 какой-нибудь, я не знаю, 5 комп считают, что как угодно, там h4 выигрывает, например, ход. Король h1 вот выигрывает. Король h1, ладья e8, кстати, черные почти отбились. Ну, короче, какого-то расчета это все-таки требовало, действительно. Вот, но второй способ, что мне вот в меньшей степени понятно, потому что, ну, конь c4 там, ладно, g4, допустим. А вот я не знаю, ферзь h5, я, честно говоря, не знаю, что ему не понравилось. Ну, то есть он, может быть, не смог оценить позицию, потому что если пойти как-то слон g6, то вроде просто, типа, ферзь h3...
И что-то, ну, примерно все то же самое. Там конь c4, там от g4 защитились. Там, если слон f5, то просто там ферзь h6 и как-то ладья e1. Ну и так особо, мне кажется, ничего не происходит. Снова там слон f8, ушли ферзем. То есть мы, главное, там от g4, f3, g3 с темпом защитились. И так-то, в общем, черным тут трудно что-то умное посоветовать. И я подозреваю, что, может быть, Фаби не был уверен в оценке позиции ферзь e8, ферзь g5, ферзь g6, ферзь бьет g6, hg. То есть, ну, перевес белых очевиден, но на самом деле вот эта позиция после размена там, и скажем, там, слон e5, ладья бьет f4, она, видимо, просто выигранная. Там, несмотря на разноцвет, но у белых лишняя пешка. И главное, у черных там уже в 100-й раз, я говорю, очень плохая структура. Там, типа ладья e8, например, там ушли. Ладья e4 ушли. И просто там h3, g4 белые поднимаются. Если что, можно где-то там ладья f2 пешку защитить, если потребуется. И позиция просто выигранная. То есть, в общем, и конь c4, и ферзь h5 давала белым решающий перевес. Ну, Фаби сыграл h3. Ну, это ход как бы такой совсем, я не знаю, можно сказать ленивый, можно сказать амбициозный, да, то есть белые хотят выиграть как бы совсем без интриги, чтобы не было g4 даже там в проекте, да, идеи. Вот, но здесь просто конкретно Магнус ферзь e8 сыграл, ферзь идет на g6, то есть белым, конечно, надо снова там конь c4, ферзь g6 взяли. Ну, получилось как бы примерно то же самое, только просто белую пешку не забрали. И, ну, понятно, что у белых все равно не хуже. Здесь, например, там, то есть после ладья e1, скажем, ладья e8, ферзь h5, ферзь h6, это те же примерно позиции. Только мы сейчас смотрели, где у белых было лишнее, а тут все-таки лишнее у черных. И за счет этого черные не проиграют. Ну и как-то вот Магнус выскользнул, то есть неожиданно здесь, да, на ферзь h5, ферзь h6. То есть не совсем понятно, как белыми там на что-то напасть. Там b3, слон b2, ферзь c3, понятно, что тоже черные не успеют, белые не успеют уже там из ладья e3. И в итоге Фаби здесь пошел h4, то есть здесь уже действительно черные уравняли. Фаби пошел h4, gh, да, просто побил на f4, взяли. h5, тут все-таки слон успел встать на g4, то есть это разноцвет. Во-первых, у черных пока пешка лишняя. Там ладья бьет h4, слон g4, еще ладья будет в офсайде. Во-вторых, ну просто черные конкретно успевают, да, там пару ладей поменять. Ладья e1, слон g4 была. Фаби сыграл ладья f6. Наш просто побил, и король f7, ладья e8 вышел. И все-таки, ну, да, пешка d жива, но слон на g4 сильный, и там уже ладья сейчас станет сзади, где-то ладья e2, ладья d2. Поэтому последовало здесь ладья f6, ладья e2. Теперь на ладья b6 просто слон c8, и непонятно, что белые дальше хотят. А, да, ладья g6, король f8, d6, ладья d2, ладья bg4, Магнус не зевнул, конечно. И да, Фаби сыграл ладья g5, предложил ничью, которую Магнус принял. Очень, конечно, нервная для нас партия. Ну, то есть вообще вот, наверное, глазами Фаби, то есть вообще на все эти матчи мне, конечно, интересно. Я смотрю вот со стороны там все-таки Магнуса, команды Магнуса. Фаби с годами, то есть он какое-то время, мне кажется, про этот матч просто плюс-минус только молчал. С годами он стал на самом деле более откровенным, то есть там понятно, что матч был большим потрясением, но он как-то со временем все-таки начал о нем говорить. И, конечно, ну глазами Фаби вот это вот, наверное, вершина, то есть вот так близко, как вот в момент, то есть c4, c5 все правильно, вот Магнус перепутал, слон c3, да, все правильно, c5. Ну, g4 ладно, но вот здесь, конечно, так близко, как вот в этой позиции, Фаби, наверное, больше не был никогда к званию чемпиона мира, ни до, ни после. И, ну, в общем, понятно, что для него эта тема довольно болезненная. То есть там нашими глазами мы, конечно, нервничали где-то и до. Плюс, конечно, ну, все-таки в команде Магнуса, ну, все-таки некая вера в то, что он сильнее. Но она всегда была, то есть, ну, даже если бы он проиграл, мы бы считали, ну, хорошо, Корякин тоже проиграл. Просто я помню, уже по ходу этой партии, на самом деле, шло какое-то нехорошее обсуждение вот где-то здесь. Что ребята уже вспоминали, что вот Корякину он тоже проиграл, что это его там разозлило, что он потом стал играть лучше, какие-то параллели. Ну, в общем, уже как-то было тревожно, но понятно, что условно, если ты выигрываешь у Магнуса партию одну, там с +1, для Магнуса матч не заканчивается. А вот если Магнус выигрывает у тебя, то, конечно, там отыграться с ним очень тяжело. И даже если ты отыгрываешь одну, это все равно там тайбрейк, да, довольно грустный.
Вот, ну, в общем, как-то чудом партию пережили. Потрясение, конечно, большое. С другой стороны, то есть, возвращаясь к дебютным каким-то делам, на самом деле не совсем понятно, какой мы должны были из этого сделать вывод, что, ну, просто, что Магнусу надо все это повторить. То есть, в каком-то смысле, ну, мы, с одной стороны, то есть, конечно, за там итоговую позицию двойка, но все-таки Магнус перепутал. С другой стороны, мы были довольны, что, по крайней мере, мы примерно понимаем, да, как идет мысль с той стороны. То есть, то, что конь d5 ход большой, мы знали. И, в принципе, линию, которую они сыграли на конь b8, мы тоже считали там самой-самой главной. Вот она и была записана там самой-самой главной. И вот это вот f4 с g5 мы очень подробно смотрели. То есть, мы понимали, что это за белых интересно. Нам казалось, что мы поняли, как здесь черными в целом отбиваться. И вроде бы как бы мы и получили безнадежно, а вроде бы и по большому счету менять особо нечего. То есть, линия нам по-прежнему казалась абсолютно приемлемой. Я, правда, конечно, воспользовался этим случаем, чтобы начать как-то снова говорить, что, ребята, а давайте все-таки пойдем на e7, вот конь b8 не пошло, давайте пойдем на e7. Но, тем не менее, даже в этот момент там ни Магнус, ни ребята как-то все-таки конь e7 казалось рискованно совсем, и конь b8 в следующей партии черный Магнус снова сыграет, но, в общем, о ней в одном из следующих выпусков. А пока, друзья, спасибо за внимание и до новых встреч.